Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кому вас не хватает? Кто о вас думает, страдает, может быть, тоскует? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, что сейчас происходит в вашей жизни. Знаете, вот в вашей жизни сейчас присутствует, ну, больше, я бы сказала, наверное, негативных и чувств, эмоций, мыслей. Вот как-то совсем вы себя загоняете в угол. Вы очень сильно переживаете из-за какой-то ситуации, и, скорее всего, эта ситуация связана с женщиной. Личной жизни я пока не вижу, вот чтобы возле вас была какая-то стабильная женщина, постоянная, да. Вы себя вот чувствуете, знаете, в некотором смысле, вот как загнанный волк. Как будто, знаете, вот вроде бы и людей полно, но как-то то ли вас не видят, не слышат, да, как-то вот, ну, как белой вороной в каком-то смысле вы себя чувствуете, да, вот. Не хотите ни с кем общаться, может быть, даже люди как-то особо вас в последнее время, может быть, даже ну, особо не приглашают никуда, да, вот. Ну, как-то больше вы сейчас вот одиночкой живете. Как-то вот и вы от людей отвернулись немножко. Ну, не в прямом смысле отвернулись, но не хочется никуда ходить, ничего. У других может быть такое, что и люди как-то, может быть, не так часто стали общаться, может быть, друзья отдалились, там, близкие, родственники. Ну, как-то вот одиноко вы себя чувствуете в последнее время. Так, по финансам, в принципе, у вас довольно неплохо сейчас. Да, в вашей жизни проигрывается, был у вас любовный треугольник, из-за которого вы безумно переживали. Этот любовный треугольник, знаете, вот настолько вас ранил, что вот бывает, может быть, вы чуть ли не ночью, да, просыпаетесь в холодном поту, если что-то подобное вам снится. Вот настолько глубоко вот это вот ваше душевное ранение, вот это, знаете, состояние, когда душа болит, а сердце плачет. Вот это вот про вас. Но на самом деле вы сильный мужчина. Вы такой вот, знаете, умеете, если нужно, вы и кулаком можете по столу стукнуть, да, вот периодически. Вы вообще вот по жизни вы сильный. Это перед своей женщиной вы, может быть, там где-то смолчите, где-то наступите на свою гордость, да, вот перебеситесь где-то в углу, там перезлитесь, но как-то особо, ну, не показывали, может быть, свою злость, но старались держать себя в руках. Но это было именно когда вот вы были вместе, когда из вас пытались вить веревки. А вообще по жизни, да, вы сильный человек, может быть, даже в чем-то властный. Вас, знаете, даже могут некоторые окружающие побаиваться. Может быть, это и на работе, вот, да, вот. Плюс, если еще у вас, допустим, внешность грозная, вот могут немного так опасаться вас, побаиваться. Но сейчас у вас, я бы сказала, вот какой-то, ну, больше негативный период, чем позитивный. Ну, вот я не вижу вот как-то позитивных карт, но я на данном этапе я не вижу. Такое, знаете, ну, хреновое у вас состояние, честно, но по-другому я никак не могу назвать. Да, вы можете хорохориться там перед друзьями, приятелями. Вы можете как-то, ну, держать марку, улыбаться на работе, еще где-то там с другими людьми. Но в душе у вас кошки скребут. Ну, я не могу по-другому это назвать. Ну, плохо вам сейчас. Кому-то даже, может быть, на физическом уровне плохо. Итак, давайте-ка посмотрим теперь, кому вас не хватает. Давайте посмотрим, что это за женщина пришла. Вы уже угадываете, узнавайте, кто это. Так, что это за женщина? Эту женщину вы считали своей судьбой. Вы настолько вот думали, что вы ее знаете, да, вот вы мечтали быть с ней, жить с ней, может быть, до конца жизни. Вы думали, что вы от и до ее изучили, знаете, но нет, вы ее совершенно не знаете. Она далеко не все вам рассказывала. Эта женщина много чего утаивала от вас. Вот она такая вот, знаете, дама таинственная довольно.
Из-за нее вы стали вот таким вот, ну не то чтобы отшельником, но вы стали безумно одиноким. Причем одиноким вот как-то до глубины души. Да, из-за этой женщины вам плохо. Когда-то у вас было все хорошо. С этой женщиной, знаете, вот, ну вам было настолько хорошо поначалу, что вы даже не могли подумать, что что-то плохое между вами может произойти. Но это произошло, да, вот сейчас можно сказать, что, ну, в прямом или в переносном смысле, но вы плачете, либо плакали из-за этой женщины. Пусть даже, знаете, вот душа плачет, пусть сердце плачет, я не говорю именно слезы, но вам было безумно плохо. Так, а почему же ей вас не хватает? Давайте-ка посмотрим. Вот ей сейчас тоже плохо. Знаете, вот у нее такие мысли. Ей очень хочется, чтобы вы постучали в ее дверь. Да еще и лучше, чтобы не с пустыми руками постучали. Может быть, с деньгами, с подарками. А почему же ей плохо, королевишне этой? А ну-ка давайте. Она привыкла к сытой жизни. Она привыкла быть вот такой вся звезда-королева. Сейчас у нее этого нет. Она мечтает, знаете, чтобы вот вы постучали в ее дверь. Она сделает вид, что она вот покаялась, она вся такая хорошая, распрекрасная, и все у вас наладится. Но нет, ничего не наладится, даже если бы вы постучали к ней. С этой женщиной у вас, да, у вас была любовь. Некоторые из вас, может быть, даже любят до сих пор ее, ничего не могут с этим поделать, да, вот как говорят, какое-то, ну, просто наваждение, да, не женщина, а наваждение. Да, для кого-то вот она до сих пор остается королевой, вот до сих пор. И она вот мечтает, что вот ей плохо, вы снова постучите в ее дверь, да. Вот она хочет, чтобы снова, вот посмотрите, почему она хочет, чтобы вы были с ней, потому что у нее сейчас проблемы, ей плохо. В том числе это могут быть финансовые проблемы. И она мечтает, чтобы вот у вас начался новый жизненный этап, да, но вот как бы сама она не может, ну корона упадет, она не может к вам как бы позвонить, написать и сказать, вот давай начнем сначала. Но это не про нее, она слишком гордая, да, она будет локти кусать, страдать, мучаться. Мужчин у нее вот таких вот стабильных я не вижу, тем более я не вижу мужчин, которые были бы похожи на вас. Вот именно, знаете, вот в отношении, в каких-то там красивых поступках, может быть, в заботе, во внимании, в ласке. То есть, ну, у нее нет альтернативы абсолютно. Вот такой вот, как вы, ей не встретился. И сейчас ей плохо, вот у нее нехватка идет и денег, и той же любви, и той же ласки, да, вот ей бы хотелось, чтобы вы снова пришли к ней, еще и лучше с подарком, с деньгами, и она бы предложила вот начать вам все сначала, да, вот новый этап, вот как бы, знаете, вот период, если бы вы пришли и сказали, вернись, я все прощу, но этого не случится, и, скорее всего, она это понимает, что этого не случится. Ей очень плохо. Она, вот знаете, она привыкла, что вы ее кружили. Вот какая бы ситуация ни была, да, вот как на этой карте, вот пожар, да, женщину нужно спасти. Раньше вот вы бы ее спасли из любой ситуации, она это знает. Вот вы бы сделали все, вот землю бы рыли просто, чтобы ей помочь, как-то вот вызволить откуда-то, да, плечо подставить. Вот вы, ну, звезду с неба готовы были отдать этой женщине. Она это прекрасно знает. И сейчас она бы хотела вот помириться с вами, но опять же вашими руками, понимаете, и здесь получается, ну просто смешная ситуация. Сама накосячила, но зная, что вы ее любите, вот да, вот либо же любили, безумно любили, она прекрасно это знает. Она хотела бы, чтобы вот вы пришли к ней, чтобы вы сделали первый шаг, вот как-то вот, чтобы оно само собой все легко наладилось, и у вас бы новый этап начался. Но с другой стороны,
Она понимает, что она вас обидела, и вы не сможете прийти, да, но у вас тоже есть какая-то гордость, у вас есть уязвленное самолюбие, в конце концов, да, она это тоже понимает. И у нее такая, вот знаете, своего рода какая-то вот, ну, такая двоякая дилемма, что ли. Вот она не может, просто не может наступить на свою гордость. А с другой стороны, вы не можете наступить, потому что вас обидели. Потому она сейчас очень вот как-то страдает, переживает, что вот так все по-глупому у вас пошло. Очень много агрессии, очень много злости. Особенно вот у вас, я бы сказала, очень много злости. Вот она была бы даже, знаете, вот рада даже как-то по интернету уже как-то вот с вами начать общаться для начала. Но как? Вот для нее дилемма, вот как вас вывести на разговор, да? Как это все вернуть? Вот у нее такие сомнения, колебания. И хочется, и колется, и гордость не дает, да? Вот она бы хотела, чтобы как-то вот сюрпризом это получилось, чтобы вот семью либо отношения ваши возродить, восстановить. Но как? Вот вашими руками. Давайте-ка посмотрим, будете ли вы это делать или нет. Вот видите, ей очень хочется, чтобы вот вы пришли со своей любовью. Боже, как ей это хочется. Посмотрите. И так хочется, чтобы вы, как вот этот парень, да, вот, стал вот на колени перед ней. Чтобы вы стали перед ней на колени. И вы как раз бы попросили у нее вернуться. Нет, вот видите, как итог у нас получается, нет, вы не захотите это делать. Она бы, конечно, с удовольствием вернула вас, но вы не захотите. У нас, видите, карта отшельника как итог выпала. Вот вы скорее будете один, но к ней вы не вернетесь. Вот как этот вот отшельник, да, вот он руками отпирается, просто вот уйди, уйди, да, уйди нечистая. Вы не будете ничего делать, скорее всего, потому что у вас вот ваша вот эта боль, уязвленная гордость, самолюбие, то, что о вас и о вашу любовь вытерли ноги, это будет превыше всего. И она, ну, не получит того, что она хочет. Она вот думает, что вы до сих пор ее любите, и ради любви вы готовы там сквозь стену пройти, да, вот как на этой карте. Мужчина готов, да, вот кувалдой разбить стену. Нет, вы не будете больше ради нее ничего разбивать. Это раньше, да, вы готовы были и в огонь, и в воду, и стену разбить, и все что угодно. Но сейчас нет. Потому что когда мужчина как бы опущен ниже плинтуса, да, когда вот у мужчины именно самолюбие вот растоптано, то уходят даже от любимых женщин. И это уже научно доказано, это 100%. Да, мужчина переболеет, перестрадает, да, очень плохо будет какой-то период. Но все-таки вы сильный мужчина, и у вас все будет хорошо, и вы проживете и этот период, да, он тоже не бесконечный. И вот эта боль, которую вам причинили, вы, я думаю, достойно пронесете. Постепенно, конечно, со временем она будет утихать. И уже дальше вы будете строить новые отношения. Поэтому с этой дамочкой, вот она мечтает, да, вот ей не хватает вас, она хочет быть с вами, но опять же ради красивой жизни, потому что больше ей некому подарить вот эту вот красивую жизнь, потому она и вспоминает, как она вот лопухнулась, да, грубо говоря, как она вас потеряла. Ну, что имеем, не храним, потерявши плачем. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!